Всем привет, ребята! С вами Ежаня. Отличнейшего вам супер настроения, удачных вам боев и хорошей недельки. Наконец-то я сегодня покажу вам новую ветку японских тяжелых танков, которая скоро появится у нас в игре. Я сейчас на тесте следующего обновления, и мы сможем с вами посмотреть, пощупать, так сказать, долгожданную ветку. Давайте первым делом посмотрим на сами танки. Начинается у нас все с 5 уровня, это у нас OE Experimental, вот так он выглядит. Огромный тяж, для 5 левела просто какой-то гигантский. Дальше идет 6 левел OE, это вот так вот он выглядит, тоже такой огромный, брутальный. Дальше 7 левел ONI, вот такой тоже еще больше, просто какой-то нереальный исполин. Дальше идет Охо, 8 уровень, огромная башня, огроменная просто пушка, какая-то бабахалка такая, как будто пушка именно с корабля с пиратского сняли. Дальше у нас идет 9 уровень Type 4 Heavy. Вот так он выглядит, очень похож на коллекционку, которая у нас уже есть, Type 5 Heavy, но этот немножечко поменьше, тоже такой большой. И Type 5 Heavy Zetsu, это 10 уровень, топ ветки, такой с интересными боковыми экранами на башне, просто огроменный, посмотрите какого он размера, вот даже по сравнению с Type 71, какой-то очень большой, он больше Мауса по размеру, я вам так скажу, 187 тонн японской мощи, просто какой-то нереальный. Очень интересная ветка, такой у нас в игре еще не было. Мы с вами сегодня посмотрим на технические характеристики, обязательно на броню каждого танка. Все разберем самое основное. Информации будет действительно много, я готовился. Запасаемся чайком с печеньками и давайте по-честному. Если видос вам понравится, то вы поставите ему лайк, подпишитесь на канал обязательно. И также по-любому оставляйте свои комментарии, свое мнение про эту ветку. Мне оно очень важно, мне интересно с вами пообщаться на эту тему. Но только давайте без матов, потому что YouTube такие комментарии блокирует. Ладно, немножко заговорился, погнали оценивать, смотреть на новые танки. Начнем с 5 уровня ветки, танка OE Experimental. Этот огромный крейсер в бою явно тяжело будет не заметить. Орудие здесь дали 75 миллиметровое, и за выстрел оно наносит вполне обычные 170 урона. Вряд ли такой альфе на этом уровне кто-то удивится. Я, например, ожидал чего-то большего, ведь покупая такой огромный танк, точно думаю, что он будет вжухать мощнее. Пробитие тоже просто стандартное для этого уровня. С пятерками справиться могут и стоковые бронебойные снаряды, а для 6 уровней есть платные подкалиберы с пробитием 160. Урон в минуту немного хуже, чем у конкурентов, так что в основном одноклассники вас будут перестреливать в открытом бою. Возите с собой обязательно адреналин, чтобы иногда компенсировать этот недостаток. В общем, у меня сложилось впечатление, что танку точно не хватает какого-то альтернативного орудия. Ну, слишком уж 75-миллиметровка стандартная и неинтересная. По комфорту орудия все более-менее неплохо. Сведение хорошее, и вы не потратите на него слишком много времени. Но вот разброс ужасный. На дальней дистанции вы пострелять точно не сможете, так что максимально сближайтесь с врагом. Казалось бы, ну а почему я сказал, что все неплохо? Да потому, что у других тяжей на уровне в основном все еще хуже. Углы наводки вас сильно не удивят. Орудие сгибается вниз всего на 7 градусов, поэтому в сильных перепадах рельефа особо не поиграешь. А ведь хотелось бы от башни своей забронированной нормально потанковать, но увы. По подвижности, увидев размеры OE Experimental, вы и так вряд ли ожидали чего-то хорошего, и вы правы. Только максимальная скорость в 27 км в час еще немного радует. Я думал, что будет где-то около 20. Но все остальное здесь плохо. Удельная мощность, скорость поворота на месте, проходимости по грунтам оставляют желать лучшего. Ну и давайте посмотрим, что у нас тут еще по броне. Как видите, OE Experimental забронирован очень даже неплохо. В прицеле танков 5 уровня, это примерно пробитие 110 мм, он довольно красный. Действительно очень краснючий, но уязвимые зоны все же есть. Я думал, их не будет вообще. Смотрите, нижний бронелист пробивается, ну не весь как бы, да, чисто одна полоска. Нижняя часть нижнего бронелиста светится красным, но сюда можно реально пробить. Она очень большая, поэтому никаких проблем с этим не будет. Ее нужно всегда прятать, это очень важный момент. Есть еще вот такая вот командирская башенка, сюда вполне себе тоже можно пробивать, она не очень большая, я думаю, что если немножечко мансить, вам ее так выцеливать не будут, но в целом, как видите, она довольно легко пробивается.
Если довернуть к врагу ромбом, то в целом можно успешно потанковать. Борт очень хорошо забронирован, но, к сожалению, нижний бронелист все равно придется прятать, он не становится краснее. Это очень уязвимая зона, это нужно всегда помнить. Но смотрите, борт забронирован очень хорошо. Нужно сильно прям довернуть к противнику, чтобы его реально пробили. Это огромный плюс. И вот, ребята, то, чего я реально боялся. Это у нас пробитие 150, примерное пробитие танков 6 уровня. Вы же часто будете шестерками играть. И смотрите, уже полностью нижний бронелист серый. Это ужасно. И смотрите, вот эта вот бронеплита верхняя, она тоже светится сероватой. И пробивается она примерно через раз. Честно говоря, брони абсолютно недостаточно. Как видите, уже реально можно пробить абсолютно без всяких проблем. Только башня реально может что-то потанковать. Так что желательно, конечно, высовывать из-за бугра какого-то только ее. Командирская башенка, понятное дело, остается. И, ну и вот эти башенки, которые спереди, тоже можно, я думаю, вполне себе попробивать. Так что брони уже реально нет. И это не самое еще лучшее пробитие на 6 уровне. 150 бывает и больше. Поэтому, ну, честно говоря, я бы вам советовал, наверное, ромбом попробовать потанковать или бортом как-то против шестерок, потому что других вариантов здесь у вас особо не будет. 6 уровень ветки с простым названием ОИ уже выглядит гораздо интереснее за счет наличия двух абсолютно разных орудий. Первая стоковая пушка — это стандартная 100-мм с неплохим уроном в 270 единиц. Обижать врагов можно уверенно. Урон один из самых лучших среди тяжей на уровне. Также эта пушка имеет хорошее пробитие, которое не подведет вас, даже если вы попадете к семеркам, например. И это плюс. ДПМ вполне средний, не стоит ожидать, что вы будете настреливать очень много урона в бою, ну и по комфорту все довольно приятно. Сведение быстрое, точность тоже пойдет, единственное, что нужно сводиться до конца, так как без сведения это орудие не попадает вообще. А теперь давайте посмотрим на вторую, на мой взгляд, более интересную пушку. Вы только посмотрите на этот урон, 460 альфы. У тяжей на 6 уровне почти никто так не вжухает. Это второе место по урону сходу. Мне это очень понравилось, просто топ. Только КВ-2 может бахнуть круче, чем мы, и это огромный плюс. Но за шикарный урон нам придется расплачиваться плохим пробитием. Оно прям ужасное, я бы сказал. Если вы попадете к семеркам, то там многих даже пробить не сможете. Разве что в какие-то уязвимые зоны. И то это будет сложно из-за отвратительнейшего разброса и сведения. Тут стоит конкретно задуматься, стоит ли выбирать эту пушку, ведь кроме альфы плюсов у нее совсем нет. Ну, хоть ДПМ на ней дали такое же, как и на стоковой, не стали резать, и это немножечко порадовало. Но все равно 16 секунд перезарядки — это очень долго. Углы наводки у обоих орудий одинаковые. Пушки сгибаются на 7 градусов вниз, так что придется выбирать для игры местность поровнее. В холмы и бугры лучше не ехать, там сложно будет играть. Ну и по подвижности все так же плохо, как и на предыдущем танке. Максимальная скорость 25 км в час, это даже хуже, чем на УИ Experimental. Удельная мощность все так же плохая, проходимости по грунтам тоже. Но вот скорость поворота башни и скорость поворота на месте немного увеличили, хоть что-то уже лучше. Ну и смотрите, вот так на 6 уровень ОИ выглядит в прицеле танков 6 уровня, да, то есть с пробитием 150, башня краснючая, корпус краснючий, но, конечно же, есть уязвимые зоны. По аналогии с 5 уровнем у нас точно так же пробивается средняя часть НЛД, реально сюда можно без проблем пробить, очень серая, прям очень серая, это всегда нужно прятать эту зону. Точно так же пробивается командирская башенка, но она не очень большая, я же говорю, в нее еще тоже нужно попасть. Такая прям совсем маленькая. Если будете мансить, то точно не выцелят. Ну и вот эти пулеметные башенки, смотрите, средняя часть их пробивается очень легко. Вообще без всяких проблем сюда можно попасть. Светится сероватым. Ну и желательно, конечно, играть от башни. Тогда у вас будет меньше уязвимых зон в прицеле врага. И это факт. Давайте попробуем довернуть. Смотрите. В принципе, от борта тоже можно танковать.
Борт очень хорошо забронирован, много, прям много брони. Смотрите, сколько брони, да, как уже какой угол нужен, чтобы пробить. Ну, в целом, да, действительно, от борта можно очень уверенно танковать. Но, кстати, командирские башенки вот эти, точнее, пулеметные, открываются, как видите, еще больше, если довернуть именно ромбом. Поэтому, ну, я не знаю даже, как на нем танковать. Видите, даже против шестерок он танкует достаточно плохо. Хоть и много всяких красных зон, но уязвимых тоже хватает. Ну и мне еще, конечно, хотелось проверить, как танкует ОИ против танков 7 уровня. Смотрите, пробитие 185, в принципе такое, нормальное на 7 уровне. И, как видите, вот эти уже пулеметные башенки полностью серые, просто серючие. То есть, если вы попадете против семерок, шансов потанковать у вас, ну, очень-очень мало, так скажем. Если даже довернуть бортом, в принципе... Ну, смотрите, в каток не сильно-то пробивается. Да, реально не пробивается. То есть бортом еще можно потанковать. Но все равно уязвимые зоны уже более уязвимые. Поэтому о танковании здесь особо речи уже не идет. И здесь еще, кстати, пробивается центральная вот эта часть башни. Но ее выцелить, конечно, будет непросто. Проще попасть в командирскую башенку. Дальше у нас идет 7 уровень, танк ОНИ. По виду он же мне больше понравился, чем предыдущие тяжи. Тут никаких альтернативных орудий уже нет. Советую сразу же поставить топовую пушку и не париться. 100-мм орудие здесь получилось не совсем обычным. Если вы посмотрите на урон за выстрел, то увидите, что у платных снарядов альфа больше, и это очень интересно. То есть обычные бронебойные бахают на 290, а голдовые на 335. Стреляя голдой, ваша эффективность автоматически намного выше. Но не спешите радоваться. У голдовых снарядов хуже пробитие, так что использовать их постоянно не получится. Самый главный минус ОНИ и заключается в отсутствии снарядов с хорошим пробитием. Если вы, например, попадете к 8 уровням, а я думаю, это будет очень часто, что вы будете делать? Вы же многих просто не сможете пробить. И я считаю, что это огромнейший минус. ДПМ на базовых снарядах составляет не впечатляющие 1980 единиц, так что много урона сложно будет настрелять. Но если сможете реализовать вот эти платные голдовые снаряды, то ДПМ вырастает до очень неплохих 2310. Короче, этот танк требует определенных умений. Большинству обычных игроков на нем будет реально сложно. И я считаю, что, ну, как минимум пробитие вот это нужно точно апать. Комфорт у орудия мне совсем не понравился, разброс по цифрам такой же, как и у предыдущих танков, но на практике не попадаешь вообще, иногда даже вблизи. Снаряды никогда не ложатся в центр круга, и это огромная проблема, ведь с плохим пробитием придется выцеливать уязвимые зоны, а вы в них еще и попасть не можете. Ну, короче, мрак. По углам наводки тоже есть очень важные нюансы, которые нужно знать. Изначально углы отвратительные, минус 6 градусов вниз, 18 вверх, это просто ужас. Но в оборудовании вместо маскировочной сети добавили улучшенную вертикальную наводку. Теперь УВН можно повысить до минус 9 градусов вниз и 22 вверх. Очень советую вам это сделать, без этого оборудования будет крайне сложно играть. Подвижность тут, на удивление, немного подняли. Максимальная скорость все те же 27 км в час, удельную мощность подтянули и дали неплохую скорость поворота на месте. В целом, я бы сказал, что это самый подвижный танк в ветке, он действительно неплохо двигается по сравнению с остальными. Ну, я бы сказал, что это, наверное, один из немногих его плюсов. Ну и что у нас тут по броне? Смотрите, вот так ОНИ выглядит в прицеле танков 7 уровня с пробитием 185. Брони хватает. ВЛД и башня, в принципе, неплохо танкуют, действительно красное все, но уязвимые зоны все же есть. Смотрите, как минимум НЛД огромный, просто. Всегда нужно прятать, ну сюда не попасть, я думаю, просто невозможно. Любые танки, которых вы встретите в бою, пробьют вас сюда 100%. Поэтому это огромная уязвимая зона, и это проблема. Также, смотрите, вот эти боковушки на башне, я по ним покидал, но в целом изредка можно пробить с таким пробоем. Да, вот видите, залетает, но в основном не пробивается. То есть, в целом, ну такая тоже немножечко все-таки уязвимая зона. Командирскую башенку, конечно, тоже никто не отменял. Она маленькая, в нее трудно попасть, но залепить можно.
Также есть вот это окошко мехвода, я тоже пытался по нему стрелять, там надо четко попасть прямо в него, чтобы пробить, но оно реально пробивается. Но такое, как видите, реально маленькое, ну тяжело залепить, но можно пробить. Если захотите потанковать ромбом, то это получается далеко не всегда. Смотрите, если сильно прям довернуть, то уже все серое. Вот эти уязвимые зоны тоже открываются. Так что в целом я бы не сказал, что от борта прям сильно можно потанковать. При небольшом довороте вы будете танковать нормально. Но если чуть больше довернете, то будут уже в принципе в легкую пробивать. На предыдущих танках танкование ромбом было лучше. Так что я бы в целом сказал, что у ОНИ брони недостаточно. А теперь убираем детей от экрана, потому что здесь все довольно страшно. Смотрите, пробитие 215, это уже пробитие примерно тяжей 8 уровня. Ну, все очень плохо, огромный. НЛД серый, сюда не пробить просто невозможно. Башенки вот эти пулеметные тоже пробиваются в среднюю часть. Башня пробивается вот в эти боковушки уже вообще без проблем. Ну, честно, просто мрак. Как видите, башню только чуть-чуть доворачиваешь, сразу полностью серые вот эти щеки. Так что о танковании на 8 уровне можно просто забыть. Вас будут пробивать почти всегда. Это просто ужас какой-то, ребята. Ну, честно, брони абсолютно не хватает. Ни о каком танковании там ромбом не может быть речи. Много уязвимых зон. Честно, по броне, наверное, этот танк понравился мне из этой ветки меньше всего. Он просто какой-то не танкующий от слова совсем. Дальше давайте посмотрим на 8 уровень. Охо! С виду очень грозная машина, и правда, и ему есть что показать, поверьте. Первым делом вам нужно поставить топовую пушку, и тут начинается самое интересное. Урон за выстрел базовыми снарядами здесь 470. Это не просто охо, это охо-хо. Альфа больше среди тяжей только у Калибана. И это второе место по альфе, сразу же прикиньте, но это еще не все. Есть еще голдовые снаряды, у которых альфа еще больше, 550. Вот такого я точно не ожидал. Такими снарядами можно вполне уверенно снести треть хп одноклассника, и первое время, я думаю, многие будут реально удивляться с такого. Но, конечно же, не все так просто. Пробить такими голдовыми снарядами будет тяжело, и в основном сможете обидеть только средние и легкие танки. Ну или кого-то в борт, например. Ну, хотя я вам скажу, что и тяжи в НЛД часто пробиваются такими болванками. Короче, первым делом, смотрите, такая тактика. Заряжайте голду, смотрите на противника, если уязвимых зон нет, меняем на стандартные бронебойные снаряды. У них пробитие хорошее, и большинство врагов вы пробить точно сможете. Ну, короче, примерно так. По ДПМу на базовых снарядах около 2000, это слабенько. Но на голдовых 2350, что уже очень хорошо. Короче, если сможете стрелять только платными снарядами и пробивать кого-то, то обижать врагов очень приятно. Когда вылетает альфа в 600, это просто кайф, поверьте. А вот по комфорту 140 миллиметровая пушка, не очень хороша. Хоть сводится она довольно быстро, но разброс, реально плохой. Желательно, конечно, сближаться с врагом по максимуму, так как издалека попасть куда-то, почти нереально. А вот с углами наводки тут просто жесть. Короче, изначально они плохие, как на ОНИ. Здесь тоже можно установить улучшенную вертикальную наводку, догнать цифры до хороших минус 9 градусов вниз. Но это вам не поможет. Я когда тестировал углы наводки у этого танка, я заметил, что с ними что-то явно не так. Оказывается, спереди есть две пулеметные башни, которые не дают орудию опускаться вниз. И спереди получается, что у ВНов нет. Только если стрелять на бок, справа и слева, только тогда пушка гнется вниз. Это самый главный минус этого танка. Поверьте, это крайне некомфортно. У других танков ветки такого нет. Это огромнейший минус. По подвижности все очень плохо. Максималка 27 км в час, но разогнать ее тяжело. Удельная мощность, скорость поворота корпуса и особенно башни очень медленная. Это танк одного фланга. Если вы уже куда-то поехали, то там до конца боя, скорее всего, и останетесь. Куда-то далеко переехать очень-очень сложно. А теперь давайте посмотрим на броню ОХО.
честно, здесь охо-хо сколько брони. Смотрите, НЛД не пробивается. При пробитии 215 это хорошее такое пробитие на 8 уровне. Ну, неплохое, так скажем. Ну, честно, брони очень много. Башня отлично забронирована. Нижняя часть корпуса отлично забронирована. Есть малюсенькая такая вообще командирская башенка, в которую, ну, наверное, я даже не смогу попасть при большом желании. Давайте, конечно, попробуем. Ну, нет, как видите, туда попасть, я думаю, практически невозможно. Очень маленькая, просто микроскопическая. Но есть вот эти выпуклые такие сисечки. Сюда, я думаю, при желании иногда можно пробить. Светятся немножечко сероватым. Но, как видите, это все равно не так уж и просто сделать. Каких-то явных уязвимых зон просто нет. Это как-то удивительно. Предыдущие танки по-любому, там находились какие-то уязвимые маленькие зоны, которые можно было пробить 100%. Здесь же этого нет. И вот это меня конкретно удивило. Охо, по броне очень хорош на своем уровне. Ну, если честно, это очень достойно. Давайте попробуем ромбом потанковать. Смотрите, ну, если довернуть, то тут вообще все очень хорошо. Никаких уязвимых зон не открывается. Вы сможете танковать, ну, очень уверенно. Только при большом очень довороте открывается вот эта верхняя часть боковушки, да, так сказать. Ну, ребят, брони просто нереально много. Вот это танк меня действительно удивил. Ну и смотрите, как против девяток. Честно, я очень надеялся, что танк будет танковать хотя бы башни. Но, к сожалению, башня реально пробивается. Вот эти пулеметные башенки тоже пробиваются без всяких проблем с пробитием, ну, под 250. НЛД тоже светится серым. Ну, честно говоря, танковать уже гораздо сложнее. Ну, я думаю, что вас будут пробивать без особых проблем девятки. Против них, к сожалению, танкование уже будет не такое красивое. Но что-то иногда все равно издалека вы, конечно же, потанкуете. Но уже, если попадете к 9 уровням, будет, конечно, гораздо сложнее. И та же самая проблема преследует этот танк, так же, как и на предыдущей машине, только отворачивайте немножечко башню, все уже серое. И это тоже та же самая проблема. Следующий на очереди у нас Type 4 Heavy. Он уже выглядит более современно и внушительно, размер у него еще больше, вес 150 тонн. У него 3 орудия и единственный правильный, на мой взгляд, выбор – это топовое. Советую поставить его сразу, так как оно намного лучше остальных. Урон за выстрел обычными бронебойными снарядами здесь 490. На удивление, альфа не сильно повысилась по сравнению с 8-кой, я думал, будет гораздо лучше. Голдовые снаряды здесь тоже с повышенной альфой, и это уже 575. Вроде и отлично, грех жаловаться как бы, но хотелось бы какого-то развития после ОХО, а тут его почти нет. Но это я уже придираюсь, сравню с другими тяжами, альфа все равно топ. Но обратите внимание на фугасы. У нас калибр целых 140 мм. Неужели нельзя было хотя бы дать 750 урона фугасам? Это же смешно. Пробитие на основных снарядах вполне пойдет. Опять же, учтите, что пойдет оно для 8 и 9 уровней, а для десяток у вас уже нет голды с хорошим пробитием. Учтите, что попадая к уровню выше, вы часто не сможете пробить таких ребят, как Маус, Яхтпанзер Е100, Минотавр и 7, к примеру. Ну и прочих бронированных динозавров. Голда у нас пробивает всего 180 мм брони, и даже для 8-ок этого хватит не всегда. Поэтому на Type 4 Heavy многим игрокам будет реально сложно. Урон в минуту очень зависит от того, сможете ли вы использовать голду или нет. На обычных снарядах ДПМ 2220. Это далеко не лучший показатель, но если стрелять только голдой и пробивать, ДПМ вырастает аж до 2600, и вот это уже увесисто. По комфорту пушка меня даже немного удивила. Вроде по цифрам она вообще не должна попадать, но потестировав стрельбу на дальней дистанции в тренировочной комнате, я понял, что не все так плохо. Снаряды часто ложатся ближе к центру круга, и это очень приятно. Единственное, что вам нужно сделать, это полностью сводиться. С вертух танк кидает очень плохо, а вот если сведетесь, то попадете, скорее всего, туда, куда целитесь. По углам наводки изначально все плохо, минус 6 градусов. Катастрофически этого не хватает, но, как и на предыдущих танках ветки, улучшенная вертикальная наводка в оборудовании очень спасает. Ставим и получаем 9 градусов вниз, что уже вполне комфортно и позволит играть от бугров и холмов. По подвижности все даже хуже, чем у ОХО.
Хоть максимальную скорость подняли до 30 км в час, все равно двигается Type 4 очень убого. Скорость поворота башни и корпуса примерно как у улитки, и ни о какой мобильности здесь речи близко не идет. Ну и вот наш Type 4 Heavy выглядит вот так по броне. Брони, конечно же, много. В прицеле танков 9 и 10 уровня он будет вроде бы танковать, но, к сожалению, у танка много уязвимых зон. Огромная командирская башенка, в которую не попасть просто невозможно. Даже с большого расстояния вас будут пробивать. Окошки мехвода тоже в легкую пробиваются, даже без голды сюда вас точно пробьют. Также вот эти боковушки возле НЛД катковые, они тоже без проблем пробиваются справа и слева. Тоже огромные уязвимые зоны, их нужно тоже прятать желательно. Ну, в целом, конечно, брони много, но я же говорю, уязвимые зоны все абсолютно портят. Если вы захотите потанковать ромбом, то, к сожалению, сильно тоже вы этого сделать не сможете. В каток сюда пробивается без особых проблем. Плюс вот эта уязвимая зона открывается, так что о танковании ромбом, в принципе, ну, можно практически забыть. Ну и если, допустим, тяжи 10 и 9 уровня зарядят голду, то, как видите, открывается НЛД полностью, и в башне вот эти боковушки тоже будут пробиваться. Так что против голды танк еще больше не держит удар. Ну и мы наконец-то дошли до 10 уровня Type 5 Heavy Zetsu. Многие будут сравнивать его с коллекционкой, которая в игре уже присутствует. И я вам скажу, что прокачиваемый Zetsu реально лучше. Ну, практически во всем, кроме альфы. Давайте с нее и начнем. Урон на базовых болванках здесь 520. Вполне неплохо, но я думал, что будет больше. Ведь у коллекционного аналога урон 700 на секундочку, да? Так что думаю, хотя бы 600 Zetsu мог бы получить. Голда с повышенным уроном снесет противнику в среднем 590 хп, так что, конечно, по возможности нужно стрелять именно платными снарядами. Но, как и на предыдущих машинах, за большую альфу вы платите плохим пробитием. Голда здесь пробивает всего 220 мм бронелистов, и часто эти снаряды использовать не получится в любом случае. В основном кидать кому-то в борта можно, или в легкие и средние танки, например. Для тех, кто перескочил в этом видосе сразу на десятку, повторяю тактику. Заряжайте сначала голдовый снаряд, у него пробитие хуже изначально. Смотрите на противника. Если уязвимых зон нет, все красное, тогда уже заряжайте обычный бронебойный снаряд и стреляйте им, у него пробитие лучше. Мы-то привыкли, что если не можешь кого-то пробить, то что делаешь? Сразу же заряжаешь голду. А тут все наоборот. Переучиться будет сложно, и не каждому это подойдет. Поэтому эта ветка точно не для всех. По урону в минуту все в целом довольно хорошо. На обычных снарядах 2630 дпм, на голдовых почти 3000, и вот это уже действительно хорошо. Конечно же, голдой стрелять эффективнее, но надо же еще и пробить, и не только пробить, но еще и попасть. А это получается далеко не всегда за счет плохой точности и сведения, которое стало еще хуже. Конечно же, лучше играть всегда в близком контакте с противником, тогда ваши шансы выцелить нужные зоны существенно повышаются. А вот что мне очень понравилось, так это углы наводки. Изначально они заточены на жалкие 7 градусов вниз, но оборудование улучшенная вертикальная наводка повышает их аж до 10, и это просто кайф. От башни танковать одно удовольствие, никакие холмы и бугры вам не помеха, в рельефе вы реально царь. Короче, УВН это явно один из главных плюсов Zetsu, и это важно понимать. За подвижность у нас отвечают два 12-цилиндровых двигателя Kawasaki общей мощностью 2134 лошадиные силы. Но даже они не могут разогнать этого титана больше, чем на 30 км в час. Свои 187 тонн Zetsu передвигает очень неспешно, а если вам попадется какая-нибудь горка, то заезжать вы будете на нее со скоростью ленивца в вакууме. Добавьте сюда ужасную скорость поворота на месте, и вы получите японского бойца, которого я бы, наверное, сравнил с борцом сумо. Большой, неповоротливый, но если получишь от него леща, то будет больно.
Ну и вот наш топ, наш Зецу, наш 10 уровень. Вот так выглядит по броне в прицеле танков 9 и 10 уровня. Смотрите, брони правда много. Башня отлично забронирована. Также у нас в принципе и корпус отлично забронирован. Окошки мехвода уже не такие серые, как на 9. И это плюс. Но, как видите, пробить их все равно можно. Хотя и пробиваются они не всегда. Также остались вот эти уязвимые зоны, как и на Type 4. В принципе, сюда тоже легко пробивается с пробитием примерно под 250-255. Ну и командирская башенка тоже никуда не делась. Да, конечно, от боковушки можно какой-то рикошет получить, но в целом я бы сказал, что брони здесь тоже недостаточно. Ее наверняка можно пробить. Давайте попробуем. Да, пробивается. Если довернуть к врагу ромбом, то в целом вот эти окошка мехвода уже не пробьешь, они уже светятся красным. Так что, в принципе, танкование ромбом здесь присутствует. Борта забронированы отлично, в каток не пробивается, шикарно можно танковать бортом, и это главная фишка Зецу. Если вы хотите реально танковать нормально, вам придется вот эти вот штучки, ну, так сказать, как они называются, катки, да, можно сказать, их нужно прятать. Если вы будете танковать чисто ромбом, вот этим бортом, то в целом танкование будет просто великолепным. Вы сможете мансить туда-сюда и просто расстреливать врагов, не получая при этом урона. Главное мансить, чтобы не выцеливали командирскую башенку. Тогда танкование будет просто шикарным. Насколько нужно довернуть, давайте посмотрим к врагу, чтобы вас пробивали. Ого. Ого, вот это реально столько брони. Нет, ну оно светится красным, ну видите, оно пробивается, но все равно брони в бортах в целом очень много. Вот это огромный плюс, конечно. Не забывайте, что если вы отворачиваете башню, открывается боковушка довольно быстро, поэтому в целом башню отворачивать ни в коем случае от врага нельзя. Ну и если мы заряжаем голду, то смотрите, опять же НЛД, опять же вот эти окошки мехвода, и в башню в принципе тоже можно голдой пробить. С пробитием 330 танк уже пробивается гораздо проще, чем вот допустим без голды, и это нужно понимать. Ну и меня еще просили показывать, что будет, если танк окажется в прицеле ПТ-САУ 10 уровня на голде. Смотрите, пробитие 365, вот это у ПТ-шек такая голда, ну, честно, уже удар танк не держит вообще в ЛД. Как видите, серый, НЛД серый, башня, ну, практически полностью серая, только экраны, может быть, что-то танканут, но... Так что против ПТ-САУ 10 уровня даже этот бронированный тяж уже удар точно никакой не выдержит. Ну что, ребят, вот такая у нас новая ветка японских тяжелых танков. Скоро появится она у нас в игре. Очень интересная. Вы, конечно, пишите свои комментарии. Мне реально интересно ваше мнение. Что вы думаете об этих танках? Понравились ли они вам или нет? Будете ли вы их качать? Пока все предварительно. Говорю сразу, может быть при релизе, когда танки появятся в игре, что-то поменяется, какие-то параметры, но я думаю, не сильно будут меняться. В общем, у нас есть 6 новых машин. Я бы сказал честно вам, что не все мне понравились. Они действительно своеобразные. Из-за вот этой голды в основном, которая плохо пробивает, но у нее большая альфа. Мне не очень понравился 5 уровень и 6 уровень. 7 вообще не понравился полностью. Какой-то он оторванный из этой ветки. Но это чисто предварительно, я же говорю, мое мнение. 8 очень понравилась. Много брони, отличная альфа. Да, медленный, и вот эти УВНы у него, конечно, из-за вот этих командирских башенок не очень хорошие, но в целом привыкнуть можно. И Type 4, и Type 5 Zetsu мне в целом понравились. То есть вот такой предварительный мой обзорчик. Вы там не забывайте поставить видосу лайк. Я конкретно очень старался, действительно много контента влил в этот видос, поэтому с вас лайкос, подписка на канал, если вам действительно понравился видос. Можете задонатить, есть все ссылочки в описании, мне будет очень приятно для развития моего канала. Ну и, ребят, давайте пишем комментарии, обсуждаем. Всем спасибо, что смотрели, вам удачной недельки, отличных боев. Заходите еще, будет еще много интересных видосов. Ну и спасибо, что смотрели. Всем пока, ребят.